Итак, это видео о моих покупках в Китае. Я надеюсь, оно будет не только интересным, но и информативным. Я буду вставлять все ссылочки, все стоимости, все, что я покупала, чтобы было примерное представление о том, что в Китае действительно недорого, потому что когда я туда ехала, я, естественно, не набивала полностью чемоданы, как и в любое путешествие, надо брать с собой немного, но опять-таки я ездила на месяц, поэтому у меня не было цели какой-то пуститься в шопинг, поэтому я понимала, что я не буду тратить какие-то баснословные суммы на шопинг и так далее. Сижу я сегодня полностью в своих обновках из Китая. И да, там действительно очень-очень дешево, и я даже пожалела, что я взяла с собой так много вещей. Честно, у меня впервые такое, что у меня разбегались глаза при походе в магазин, и куда-либо вообще там на рынок, потому что рынки у них тоже потрясные, такие атмосферные, хочется все абсолютно щелкать, все фоткать. Благо я с собой взяла «Зенит», так что колорит страны, я думаю, у меня получилось передать. Все это постепенно будет выкладываться, естественно, влог тоже монтируется. Я очень так выборочно отнеслась к покупкам, плюс в основном я все покупки делала под конец, когда я понимала, сколько у меня денег остается, что мне надо везти, сколько у меня места и так далее. То есть сначала я особо ничего не покупала. Я покупала какие-то мелочи, потому что понимала, что либо это пойдет в конкурс, розыгрыш, либо это пойдет кому-то в сувениры, либо я оставлю это себе, хотя, как показала практика, себе я почти ничего не оставила. Я всегда покупала что-то, опираясь именно на свой вкус, то есть я понимала, что мне будет приятно это получить в качестве сувенира от моих друзей, от моей семьи. Обо всем подробно и обо всем по порядку. Я притащила все это в мастерскую, вот у меня 2 гигантских пакета. Еще у меня сумка с собой со всякими презентами, подарками. Все это забито, в общем, моими покупками из Китая. Я обожаю цацочки, я обожаю всякие мелкие детальки в образах. Мне 100% надо просто понабрать кучу разных всяких штучек, которые в целом создадут картинку, которую я хочу. Возвращаюсь к своим цацкам. Я взяла вот такие браслетики. Естественно, это обычная бижутерия. Понятно, что это стоит не очень дорого. Вы можете посмотреть, как они выглядят. Они все абсолютно разные, с цветочками, с сердечками, со звездочками, кучу всего. И я, сорока. Я сорока, но против золотого. За набор браслетов, если я не ошибаюсь, я отдала в сумме 100 рублей. Боже. Ну, конечно, забирайте эти 100 рублей, мне не жалко, честно, забирайте. Возвращаемся дальше к покупочкам, связанным с бижутерией, часики. Выглядят хорошо, лаконично, обычные часы. Я такие хотела себе купить перед поездкой в Китай, поэтому, когда я сидела на Таобао, я сразу же вспомнила про это и думаю, боже мой, конечно, я беру тут часы, о чем вы говорите? Вот так это все ко мне пришло. То есть вид у этого максимально был презентабельный. Я не знаю, какие часы я бы смогла тут купить за те же самые деньги. А это не какая-то суперизвестная фирма или что-то такое, ну и ценник, по-моему, 22 юаня это стоило. Они бы у нас стоили, в районе 2, мне кажется, 1000 точно. Эти сережки я купила прям там на рынке, они стоили 150 рублей. Если бы я их брала на Таобао, они бы стоили, конечно же, намного дешевле. Плюс я взяла себе комплект с лунами, звездочками и так далее. Там просто маленькие, небольшие украшения, какие-то чуть побольше. Я их ношу на основных приколах, если не надеваю вот эти вот увесистые сережки. Плюс я купила еще одни сережки, тоже на рынке это было, тоже за 150 рублей, все в одной палаточке. Дальше. Я думаю, мы сейчас быстро пробежимся по моим подаркам, по моим сувенирам и так далее. Но первый лот — это наша кружечка за 2 рубля. Я не шучу. Может быть, чуть-чуть дороже. Короче, она стоила 1,9 юаней. Для меня Таобао сначала было чем-то загадочным, я даже не хотела там ничего брать, я боялась, что придет что-то в плохом качестве, что что-то не дойдет, что это все будет муторно. Короче, я не люблю все это. Честно, у меня у самой в голове еще не уложилось. Я когда об этом написала в своем канале, люди были в шоке. И, честно, я была в шоке не меньше. Обычный стакан, мама у меня его нашла на Озоне за 2000, он стеклянный, крышечка пластмассовая, трубочка тоже стеклянная.
What can I say except you're welcome? For the tides, the sun, the sky. Hey, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary demiguy. You're welcome. Дальше был приобретен вот такой улун с жасмином. Его купила моя сестра, мы его пили весь Китай. Я была главная по кофе, потому что я его взяла с собой, а Саша была главная по чаю. Вот мы миксовали, он очень вкусный, я понимала, что у меня родители обожают его, и что я куплю такое в подарок своему папе. Так что да, это подарочек, презент для моего папы. Дальше в подарок папе у нас идет вот такой вот кувшин, чайничек. Я его купила в жизни, мы гуляли, мы были в Аншу Палас. Это такой гигантский рынок, все в огоньках. Ты там гуляешь, и продаются всякие вещи, которые можно найти на Таобао в 1,5-2 раза дешевле. И вот я прохожу мимо, думаю, ну это отлично, я хочу это себе. Я просто хочу этот чайничек себе, безумно, и я думаю, я возьму пока что один. Честно, я хотела взять больше. Так что там был приобретен вот такой вот чайничек, и мне прямо там в него налили какой-то чай. Мы, честно, пытались через переводчик понять, что она будет туда наливать, мы не поняли. Мы сначала подумали, что может быть какой-то алкоголь, еще что-то. Она говорит, нет. Я говорю, это чай. Она говорит, нет. Потом она мне переводит, и там какой-то фруктовый чай или написано. Я думаю, так это чай или нет? Короче, переводчик в этот момент сошел с ума, мы не поняли. Она говорит, вам наливать, потому что вы можете просто купить этот чайник, а можете вот купить его как бы уже с каким-то наполнением. Я говорю, конечно, давайте наливайте мне туда все, что вы хотите, я это попробую, потом я просто это вылью и подарю чайничек. И когда мы пришли домой, я уже попробовала и поняла, что это просто обычный компот из садика. Поэтому вот такой замечательный набор идет моему папе. Чайник, я думаю, у меня чека нет, и я думаю, что он стоил в районе 300-400 рублей. Такое идеальное дополнение для квартиры, я бы себе сама такое хотела. Ну вот я под себя как бы и выбирала. Дальше я хочу опустошить вот эту сумку. Тут небольшие презентики, просто сладости я купила необычные. Они все уже помялись, выглядят, конечно, так себе. Это презенты для друзей моего брата младшего. Просто по необычному поке, по-моему, да, это так называется. Вот, необычному вкусу, который у нас не купишь. Дальше у нас идет чаек, наборчик. Это у меня для конкурса. Я думаю, что это будет 2-е место. Стоимость я его вставлю, потому что я его покупала на Таобао. Дальше у нас идет вот такой набор благовоний. Я просто понимала, что благовония нужны. Запах потрясающий, особенно вот у этого, у красного. Красный пахнет как какой-то классический сандал, что ли. Тут очень-очень такой легкий запах, не читается особо. И вот тут, по-моему, травяной. Да, это пахнет как деревенский чай. Чай на даче у бабушки, и вы идете в баню. Вот у меня такие ассоциации. Вот такой брелочек у меня был куплен для мамы. Она у меня очень любит всякие милые штучки. Азия — это для нее, где все ходят с милыми аксессуарами, брелочками, одеждой и так далее. Это, получается, бамбук. Вот он так вот вешается. А внутри у нас находится пандочка. Вот такая. И вы это можете спокойно повесить куда вам угодно. Мама обожает такие милые штучки. Просто я себе такое позволить в аксессуары не могу, потому что я и так выгляжу как ребенок. А то, что бабке 22, все почему-то забыли. Вот, поэтому такую милоту я себе оставляю, когда я буду хотя бы лет 30, чтобы меня не считывали как подростка. Дальше у меня в этом пакетике лежат, соответственно, украшения для моего пупка, потому что приколов много не бывает, у нас же дофига пирсингов. Одно украшение мне пришло просто, ну, вот так вот. Мне его как будто кинули, плюнули через границу, так допинали 20 китайцев. В плане упаковки никакой, ну, там какой-то жалкий пакетик был. Это вот мое такое сердечко. Безумно красиво, очень красиво выглядит на животе. И он пришел, ну, в какой-то обычной дебильной упаковке. По нему, ну, было видно, что это дешево. А следующий прикол, он на мне, я потом ставлю его фотку. Он был вот в этой индивидуальной упаковочке. Я специально ничего не выкинула, чтобы показать. Это реально титановый сплав хороший. Оно не окислится, оно не испортится. Я такие в Питере покупаю за 1500, 2, 3. Вот у нас были всякие
салфеточки спиртовые, и это было вот в такой индивидуальной, запакованной, стерильной упаковочке. Украшение большое, красивое, с бабочкой. Вот такой у нас имеется свиток. Стоит 150 рублей. Я это запомнила. Надеюсь, это правильный ценник. Я думаю, это просто памятная для меня вещь. Я, когда поднималась на пагоду, вот эту самую большую красивую Наньчане, я взяла себе такой свиток. И тут история создания этой пагоды, которую я, естественно, никогда не пойму. Надеюсь, там они действительно это написали. Но мне китаянка обещала, что там история создания пагоды. Такие духи я взяла тоже себе на рынке, 150 рублей. Просто приятный запах. Сладковатый немного, цветочный. Я вообще такие не ношу, потому что я использую духи только, я не знаю, там, бабкин сервант с примесью какого-то жженого пластика. Вот это вот все я обожаю. Я обожаю древесные, такие сильные, стойкие, вонючие духи. Вот такая у нас тут имеется дальше керамическая штучка. О боже. О боже. Что, зубами? Освободила. В общем, вот такая керамическая пиалочка для того, чтобы пить чай. Просто обычная, традиционная, красивая китайская пиалочка. Она голубенькая. Я взяла еще такие две своему старшему брату и его жене. Это я разыграю в конкурсе. И помимо этого, естественно, самым главным это то, что я отрисую свои открытки в китайской стилистике. А это уже как бы мини-презенты, которые пойдут вместе с моими открытками. Плюс я взяла вот такие духи в Китае. Это я уже взяла в каком-то магазинчике, и стоило это в районе 500-600 рублей. Запах такой серьезный, роскошный леди. Они ассоциировались с мамой, с каким-то запахом, когда я была маленькая. Когда я их сейчас наношу, мама постоянно говорит о том, что какой запах, так что-то напоминает. Я говорю, да, мне тоже напомнило, поэтому они здесь. Вот. Такие мармеладки – это как пример того, что я кладу всем своим друзьям в подарочек. Необычные всякие мармеладочки. Честно, я сама их в Китае не пробовала, не ела, я себе ни одну упаковку мармеладок не купила. Сейчас, когда я дарю друзьям, я вот у них ворую одну из упаковки. Вот такой брелочек тоже был куплен, тоже у нас пойдет в подарочек в конкурс с пагодой как раз-таки вот этой в Наньчане, самой известной, красивой. О, боже, как было хорошо. Честно, мне не хотелось возвращаться. Такие маски еще были вложены всем моим друзьям в подарок, ну, девчонкам. Вот, и вот такое вот для Екатерины зеркальце с небольшой расчесочкой. Я привезла еще такую красивую расческу, я вставлю ее, с куроми для Шурочки на металлик, все как мы любим. Все как любит Шура, с куроми, металлик, идеально, внутри небольшое зеркальце, тоже удобно. Вот, и она прям выглядела так, как я и рассчитывала. Это я думала, что будет больше. Ну, ладно. Простите, Екатерина. Это не я виновата. Дальше мы переходим к уже более таким большим покупкам. Сначала мы говорим о кепочках. Вот такая кепка. Я увидела ее в магазине и думаю, ну вот ее я точно скину, сфоткаю и скину в Taobao. И там куплю, потому что кепка, ну, будет точно такая же, там и с размером не прогадать, и ничего такого. Ну, вот обычная хорошая кепка, ничего такого. Потом я взяла кепку под цвет глаз, потому что у меня сейчас обсессия на голубой. Я в 22 года дотумкала, что у меня голубые глаза и что это красиво. И я беру всякие детальки голубые, стараюсь, особенно когда это рядом с лицом, потому что мне безумно нравится подчеркивать то, как они выглядят. Поэтому вот такая кепочка у нас была приобретена. Просто хорошая базовая кепка. Дальше. Один из самых больших подарков заслужил мой младший брат. Я ему как мамулечка. Короче, не поверите, я везу ему куртку из Китая. Вот, я привезла ему куртку, красивую, классную. Я вставлю сюда то, как это выглядит на модели. Она пришла идеальная. Я так боялась, что она придет не по размеру, потому что китайцы маленькие, и с размерами, ну, тяжело. Когда она приехала, я понимаю, что она гигантская. Она гигантическая, и думаю, отлично, моему малышу точно подойдет. И когда он ее примерил, это шикарно. И она зелененькая, он очень любит зеленый. Там еще была такая с красной вставкой. Я бы ее взяла себе, конечно же, потому что я красный обожаю. Но как бы выбираем для людей, поэтому я взяла вот такой зеленый.
Ему она очень понравилась, он был в восторге. Дальше у нас идет вот такой комплект, это тоже для Ярослава. Но он появился у меня совершенно случайно, вот такие вот шорты. Ткань приятная, обычная, цвет бежевый. Но он в этом гоняет дома. Я к нему сегодня подхожу, говорю, мне придется тебя разуть на подарки, так что все мне отдавай обратно, я буду это все снимать. Он снял бы мне шорты, очень расстроился, что я все забираю. Но вот сегодня верну. Короче, вот такая футболка. Поэтому Ярослав вообще у нас офигевший. У него и куртка, и костюм, и Орео. У меня маме столько подарков нет. Кстати, мама, вот это для меня просто... Как я расстроилась. Я ей заказала штаны как основную часть подарка, плюс заколка, подставку для телефона она хотела. Короче, вот все остальное по мелочи, но основным подарком должны были стать штаны. Красивые, атласные, белые, с азиатским таким принтом красным. Я их себе безумно хотела. И они не дошли, я их ждала прям до последнего, понимаю, что ничего не приходит, заказать времени у меня уже нет. Бегать по магазинам у меня тоже времени нет. В общем, я была безумно расстроена, и вот эту панду я взяла уже в Ханчжоу в свой последний вечер в Китае. И я увидела там такой просто милейший брелок. Я думаю, конечно, мы это маме берем. Конечно, мы берем это моей мамочке. И что по этому случаю перепало маме? Вот такая кофта. Я ее изначально брала себе, она в азиатском стиле, но не какая-то там броская, белая, красиво сидит. Ткань тоже приятная, вышит этот рисунок азиатский. Короче, я обожаю такие вещи. Я заказала ее себе, но когда я поняла, что маме не приходят штаны, я думаю, мне надо отдать что-то свое. Я ей об этом написала, она говорит, нет, ни в коем случае, ничего мне не давай, просто приезжай. Пофиг, что не пришли. Я говорю, ну как так? В итоге я ей подарила, она говорит, нет, типа, я не возьму, ты это брала себе, я не буду брать. Я говорю, давай, я дарю это тебе, просто буду у тебя иногда стрелять, буду иногда у тебя надевать. Она говорит, ладно, тогда делаем. Дальше я себе купила вот такую вот пижамку, красную, конечно же, вот с такими рюшками, она... Очень приятная ткань, атласная, холодная безумно. В Китае мне было безумно холодно в ней ходить. Вот такая у нас пижамка, я вставлю в свои фоточки. Это размер L, я купила ее вживую, я купила ее в жизни в магазине в Ваншу Палас. И в жизни я ее взяла за 1000 рублей, и верх, и низ. Дальше мной были приобретены вот такие джинсики, для этого надо встать, потому что посмотрите на размер. Ну, как бы, можно и как топ это использовать, я думаю. В общем, с этими джинсами что случилось? Я хотела себе гигантские бади-бэги, хотела гигантские вот эти азиатские джинсики. Я заказала XL, и они действительно очень крутые, мне их уже хвалили. Все, что я делаю, это надеваю ремешок, и тогда они сидят как бы, ну, нормально. Что на мне надето? Вот эти джинсы, ну, боже, я их обожаю. Я ставлю фотки, как это выглядит, потому что тут, естественно, не будет так видно, но они моделируют фигуру просто отлично. Они скини, но при этом из-за этих кармашков они делают такие красивые ляжки. Я на них посмотрела, закинула их на Таобао, и когда я увидела, что вот эти кармашки на Таобао находятся в другом месте, что они похожи, но не точно такие же, я поняла, что я их пойду и куплю в магазине. Я за них отдала где-то 2800. Это самая моя дорогая покупка в Китае. И вот такой ремешок я купила, это на Таобао тоже. Сейчас будет картинка. Как дополнение к какому-то образу отлично. И, кстати, вот кофта, которая на мне, она была куплена... Я изначально сходила в магазин, BF называется. Там же все забито, все по цветам, все безумно классно, хорошо рассчитано. Мерчендайзеры отлично поработали, но там одежды дофига. Я просто хожу и думаю, я не могу себе ничего выбрать, я не могу себе ничего купить, потому что гигантское количество вещей, я просто путаюсь, я не понимаю сама, что я хочу. Хотя со мной такое редко, потому что я считываю, когда прихожу в магазин, и все буквально за 5 минут. И обычно потом уже жду своих друзей, потому что они дольше выбирают. И, в общем, это была кофта. Я в нее влюбилась, в эту кофту. Плюс мне сейчас очень нравится все с мехом, какая-то такая небольшая обсессия на мех. И я ее сфоткала, закинула потом на Taobao, думаю, ну ладно, рискну. Отлично. Я ее купила в 2 раза дешевле.
По-моему, я ее купила типа за 60-70 юаней. Дальше я еще купила вот такую кофту. Серая. 3 любимых моих цвета. Красный, голубой и серый. Ебейшее сочетание. Короче, вот эта кофта, она стоила, ну, там, может, по 500 рублей. Просто красиво, ненавязчиво, я такое люблю. Вот такая была куплена шапочка для моей собачки, для Ями. Она у меня не любит, естественно, одежду, а кто из собак ее любит, я не знаю. Но мы познакомились там с некоторыми девушками, и вот одна из них заказала шапочки 2 своей собаки, у нее йоркширский терьер. И пришло 2 шапки одного цвета, серого. Я говорю, да не парься, давай мне, я своей собачке эту серую шапочку привезу, а я тебе скину деньги, а ты просто закажешь себе другого цвета. Вот так мы и сделали, поэтому для Ями вот такая шикарная шерстяная шапка, безумно крутого качества. У меня шерстяные мои вещи были куплены не такого крутого качества, вот я такое себе хочу. Дальше была куплена вот такая кофта, тоже в магазине, когда мы вышли из этого полюбившегося мне Ваншу Палас. Там как бы куча магазинчиков и наверху было, то есть где-то вот этот рынок идет с красивыми стилистическими магазинчиками, но все с красными фонариками, все так красиво, атмосфера, ну вот, я такое обожаю, честно, ну просто я Азию люблю в целом. И параллельно шли просто обычные магазины, я зашла, увидела серую кофту, конечно, покупаем, блин, серая кофта, я же такая серая мышка. Вот, такая серая кофточка с красивыми плечиками. Я тоже вставлю фотку, как она на мне выглядит. С небольшим разрезом, приталенная. И на ней нанесен как бы азиатский, опять-таки, рисунок. Тут есть и пагоды, и деревья, и журавли. Вот это вот все. Я ее купила в магазине за 1000. Я главный сыщик недорогих, крутых вещей. И мне еще положили туда украшения. Просто потом я распаковывала, когда увидела, что у меня вдобавок в комплектике положили мне украшения, хотя изначально там не предусматривалось этого вообще нигде. Вот такой был куплен у нас розовый ремешок. Я его ношу с этими большими моими бодибэг джинсами, потому что отлично держит, красиво сочетается, как акцентик, интересно. Тоже он как бы меховой, такой а-ля пантерка. Вот, и розовенький. Все, как мы любим. Короче, и как я его взяла? На Taobao есть такая интересная штучка, что когда ты что-то заказываешь, в конце он тебе предлагает, естественно, как отличный маркетплейс, он предлагает тебе потратить еще дополнительно денежку на что-то. Где-то 7, наверное, позиций там есть, ты можешь их обновлять, вот так вот нажимать, и он тебе по очереди показывает тебе какие-то товары, и этот список этих товаров будет основан на том, что ты смотрел до этого. И в чем прикол? Да, он тебя разводит на то, чтобы потратить еще больше денег, но если смотреть это все, как бы на это все с умом, у меня этот ремешок был в лайкнутых, я на него смотрела, он стоил, честно, чтобы не соврать, может быть, 17 юаней. Я не помню. Я помню только то, что он мне попался в этих добавочных товарах. Я смотрю и говорю, конечно, я покупаю, малыш. Конечно, ты ко мне в корзину летишь, потому что я тебя и так лайкнула, я тебя и так хочу купить, а тут ты мне предлагаешься чуть ли не в 2 раза дешевле. Окей, let's go. Я купила еще белье. Я купила белье, я ставлю картинки этого белья. Я обожаю покупать белье, это тоже вот мой антистресс. Я думала, что я в Китае накуплю себе 1000 позиций разных трусов. Мне безумно нравится, я хотя бы 1 комплект должна себе взять. Надо было, конечно, больше. Последний лот, который у нас тут имеется, шерстяной комплект, меня немножко уже расстроило то, что он скатался. В принципе, мне нравится серая, хорошая, вся в собачьих волосах. Очень теплое, безумно теплое. Оно меня спасало как в китайской квартире, так и сейчас. Я выхожу на улицу сейчас именно в этом комплекте под курткой и чувствую себя на 10 из 10. И почему я его еще так схватила, этот комплект? Потому что я хотела такое купить еще в Питере, но полностью комплект
либо со штанами, либо с юбкой, вот с каким-то кардиганом, выходит в районе 14 тысяч, я думаю. Вот такой у нас получается кардиган, тоже серенький. Я его обожаю, ну вот просто выглядишь в нем взросло, хорошо, не как-то слишком too much, и при этом очень элегантно, ну вот для меня лично. Мне безумно нравится. И вот такие штанишки. Комплект только вот это был, штаны я просто подобрала похожие, очень приятные. Штаны вообще просто, ну, моя любовь. Они так меня удлиняют. Я когда их надела и посмотрела в зеркало, я говорю: Саш, это зеркало как-то так стоит, и оно делает меня длинноногой красоткой, или это эти штаны? Саша говорит: они реально тебя удлиняют. Я говорю: покупаю. Боже мой, ни секунды не буду думать. Я беру штаны, которые меня удлиняют, меня метр с кепкой, покупаю. Я обожала ходить вот в этих штанах и еще миксовать это вот с этими серыми своими кофточками, потому что сразу выглядишь длиннее, утонченнее, очень красиво. Короче, я в восторге от этого. Фотки я, естественно, ставлю. За штаны я отдала то ли 1000, то ли 1500. За кардиган я отдала 1500 и 500 за жилетку. Короче, у меня в сумме вышло где-то в районе 3. Честно, я не помню, сколько именно по отдельности я отдала. Может быть, штаны 1000 была, а не 1500. Но это было все в жизни, вот все в том же Ваншу Палас. Суммарно, ну вот вышло где-то в 3. В Питере я бы заплатила плюс 10. Поэтому все это было куплено моментально, без каких-либо сожалений и так далее. Это все основные подарки. Своей бабулечке я подарила тапулечки, просто обычные тапочки, приятные. Гребешок, потому что она у меня отращивает волосики, я ей купила китайский гребешок, такой красивый, в азиатской стилистике, я сейчас его вставлю. Кате, которая у меня будет монтировать мои влоги, я взяла колокольчик, красивый такой, сейчас картинка будет, и смешную маленькую статуэтку. У меня не будет фотки, потому что я ее уже подарила, она была куплена на местном рынке, поэтому нет никакой фотки, она просто смешная, милая статуэтка. И когда я поняла, что Катя хотела смешной подарок, а не уютный, я думаю, а что у меня может быть смешного? И я сразу вспомнила, что я брала себе эту маленькую штучку, думаю, ну вот это пойдет Кате. Ну и всем я по небольшому чайку вот этому вкладывала тоже в подарок. И последний лот, это мой бомбер, моя куртка. В чем ее прикол? Я тоже это видела в том же самом магазине, но когда я померила, я пошла искать это на Таобао, и я ее взяла на Тао за 1600. Даже дешевле, за 1300 я ее взяла. Боже мой, о чем мы вообще говорим? У нее есть капюшончик. У нее все отлично. Сидит она вот так вот. Цвет немного не тот, потому что я, естественно, заказывала себе серый. Ну, в плане мех белый, а вот эта ткань серенькая. Она тут немного коричневатая, если заметно. Вот, но я не расстроилась. Я думаю, ладно, пусть будет так. И сейчас я покажу изначально, как я думала, она выглядит. Потому что я думала, это просто бомбер с мехом внутри. А оказалось, она двухсторонняя. Хороший, приятный бомбер. С кармашками. Карманы есть только со стороны бомбера. Есть карман вот тут вот. Короче, все удобно. А еще я купила в Китае вот такой себе крабик. Тоже за какие-то копеечки в Ваншу Палас. Купила там еще Софи заколочку милую. Недавно увидела на ней заколку, когда Саша скидывала. Так приятно стало. Ходила в ней на новогоднюю елку, по-моему. Мам, смотри, какую милую заколочку я Софи купила. Вон, смотри, какая. А это нам в комплекте дали соседние. Монь. Купила я себе такой крабик, потому что меня очень раздражает, как некоторые цвета выглядят на моих волосах. А вот это максимально сочетается, не сильно выделяется на моих волосах, поэтому я была довольна. Это все мои основные покупки в Китае. Может быть, я забыла какие-то мелочи показать, но это все мелочи. Быстрое включение. Я забыла рассказать про несколько кофт, которые я купила. Во-первых, вот эта китайская кофточка. Мне очень хотелось какой-то лонг, потому что у меня никогда лонгов не было. Ткань обычная, приятная. Он как бы мягкий, просто хороший, хлопковый, натуральный лонг с вот таким принтом. Что тут у нас написано? Лучше бы я вчера лег пораньше, или лучше бы я вчера так сильно не засиживался. Короче, что-то такое там написано. И у меня уже китайцы, я в нем ходила когда в бар, у меня уже китайцы его оценили. Им очень понравилось, они посмеялись. В тему о потерянном времени. В
Тему о топиках. Я купила вот такой топ с бантиком сзади, очень красивый. Его надо просто подшить. То есть он пока что болтается, просто потому что 2 стежка, и все будет идеально. Это как бы мини-проблема. У него открытая спина, у него приятная ткань и фасон. Фасон шикарный, потому что он выглядит так, как будто талия, ну вот, шикарная. То есть у меня талия, она есть, но она не так сильно видна из-за того, что разница небольшая там с бедрами и с бюстом. То есть она как бы есть, но не так сильно читается, как мне бы хотелось. И вот этот топ, он из-за того, что из-за фасона, он так сидит, просто шикарнейший. Я в него влюбилась. Я когда надела и увидела эту талию, я думаю, Маяшкина. И второй топик бархатный, я просто вставлю фотки, потому что я его потеряла, я его вообще не могу найти, я не знаю, может, у меня Шура его украла, он ей так понравился, и она втихушку его своровала. Бархатный, с бантиком, очень тоже красивый, мне очень понравился. Я его нашла на Taobao, и там можно было купить прямо от магазина Zara, чуть-чуть дешевле, чем в магазине, но не сильно. И можно было купить от каких-то других магазинов, но без бирки Zara. Эти топы в несколько раз дешевле, даже не буду считать во сколько, просто без бирок. Вот так вот. Все, спасибо за включение, обратно к видео. Про ценники. Общественный транспорт очень удобный. Тратишь ты в нем столько, сколько ты едешь. То есть у тебя нет фиксированной какой-то стоимости, как у нас. Метрополитен, автобусы, там везде нужен Alipay. Поэтому я Alipay старалась не сильно тратить. Все покупала за кэш, все, что возможно. А Alipay я оставила для того, чтобы платить вот как раз-таки за все, что я перечислила. Но чаще всего у меня списывало по 3 юаня за поездку. Очень-очень хорошо. Не тратишь столько денег на общественный транспорт, как в Питере или в Москве. На такси недорогое. В районе 300 рублей уходили почти везде. Какие-то я даже иногда ездила за 60 рублей. Это было недалеко, это было минут 10 ехать, но тем не менее. Ты 10 минут тут никогда не проедешь за 60 рублей. Не те года, чтобы так ездить. Самые дорогие поездки на такси для нас были, когда мы ездили к горе. Там очень большая красивая гора, где находятся некоторые пагоды, водопады, какие-то вот места туристические. И это надо выезжать за город далеко. Еще и по платной дороге ехать. И вот это у нас выходило в 1000 туда. При всем при этом нас один раз подождал таксист, потому что он сказал, что отсюда очень тяжело вызывать такси. Вот, и он нас ждал 2 часа. И мы ему доплатили, ну, я не знаю, может быть, юаней 30 мы ему доплатили. Поэтому на такси мы спокойно передвигались куда угодно, на общественном транспорте тоже удобно этим пользоваться. Даже автобусы мы пробовали в последний раз, когда мы к этой горе ехали. Автобус вообще стоил какую-то копеечку, вообще небольшую. А автобус обычный, просто вот обычный автобус такой старенький был. Ну, потому что мы ехали, честно говоря, в жопу мира. Вот к этой горе, да, это вообще за городом. Но удобно, ты почти везде можешь спокойно воспользоваться как бы любым транспортом. Это будет недорого. Можешь спокойно передвигаться сколько захочешь, куда угодно. Потом кофе я не покупала за красивые глазки. Тоже спасибо Китаю. Но первые разы, когда я заходила в эту кофейню, там 18 юаней стоил. Кофейня безумно красивая, современная, с рыбками. Там есть выставка фотографа. И как бы, ну, такая кофейня у нас, я бы там заплатила за свой американо, ну, рублей 300 минимум. Там я заплатила бы 180. Класс. Еда. Я не ем мясо, и поэтому мне было очень тяжело питаться в Китае. Мало где есть морепродукты. В каких-то крутых ресторанах, естественно, а в обычных вот таких вот зашел, перекусил, что-то поел, там очень редко бывают какие-то морепродукты, поэтому в основном я ела рис, яичницу и помидоры. Вот это топ был обычных блюд, когда я заходила вот в какие-то места, где просто так едят китайцы, без каких-либо поводов и так далее, просто вот ежедневно зайти поесть обычно. Сейчас я поставляю фотки, и я за это платила вместе с пивом, на секундочку,
где-то 170 рублей. В каких-то других местах, там в центре, 270 рублей, но все равно, извините меня, у нас пиво столько не стоит сейчас, куда бы ты ни зашел. Один раз мы поели у горы, тоже сейчас будут фотки, обычная лапша, естественно, без мяса, поэтому тоже дешевле, но позиции с мясом были там, ну, не супер дороже, может быть, юаней на 10. Лапша была самая недорогая, она стоила 4 юаня. 40 рублей я заплатила за обычную лапшу без мяса в туристическом месте у горы. Понятное дело, город небольшой, то есть если мы берем Шанхай, если мы берем Пекин и даже Ханчжоу, там подороже. Но не то, чтобы, ну вот, феноменально невозможно поесть. Я ела еще в Ханчжоу гигантскую вкусную рыбу, шикарно приготовленную, вкуснее рыбы, чем в Китае, я еще нигде никогда не пробовала. Каждый раз, когда мы заходили в какой-то ресторан, дорогой или чуть подешевле классом, но все равно хороший, и брали морепродукты, эта рыба была просто настолько нежная. Никогда я такую не ела, реально. И там был очень такой вкусный супчик с рыбой, плюс еще рис, пиво. У меня был пивной отпуск. Тут я взяла рыбу, я взяла рис, я взяла пиво, водичку, и мне все это вышло в 600 рублей. В нормальном, красивом, хорошем месте, не в забегаловке. Самый наш дорогой кофе был в безумно крутом отеле, просто безумнейше крутом отеле. Я фотки или видосы, может быть, чуть-чуть сейчас поставляю. И там я заплатила за 2 кофе типа 700 рублей, 750 рублей. За 2. Все еще намного дешевле, чем в России. И если подытожить, то в Китае безумно красиво. Мне было очень грустно за наши маленькие города, потому что Наньчан считается провинцией. Но он очень красивый, там куча всего. Там 3-е по величине колесо в мире, обозрение. И много современных, много исторических мест, много восстановленных мест. То есть ухаживается город очень хорошо. Но то, как оно все обустроено, первые дни мне было безумно грустно, чисто за вот то, как у нас города выглядят помимо основных, которые на слуху, да. Из каких-то развлечений. Колесо обозрения стоило 500 рублей билет, абсолютнейше нормально, у нас бы это стоило и дороже. Вход на территорию пагоды тоже стоил 500 рублей, в среднем оно так и стоит. Где-то дороже, ну, вот, например, деревню, когда мы ездили, там, по-моему, было дороже, да, но там и территория гигантская, то есть это надо проезжать прям с утра до вечера, дай бог, если ты один быстрым шагом ходишь, ты все это обойдешь. Мы посмотрели небольшой процент, но это было очень круто, очень красиво. И туда билет стоил, ну, может быть, 800 рублей. Подъем на пагоду, кстати, оказывается, стоил еще 300. И как мы поняли, что еще надо платить 300? Мы, когда вышли на площадь, увидели русского мужчину, он к нам подошел, я услышала русскую речь, и мы просто так, что? Нас так вообще флешбэкнуло, мы настолько от этого отвыкли. И он к нам подошел, сразу же, естественно, считал, что мы русские, начал с нами болтать, и вот он говорит что-то, и мы понимаем, что мы бесплатно зашли, нас даже никто не просил ничего там показывать или платить. Он говорит, серьезно, типа там вход, ну, чтобы подняться на пагоду, надо еще 300 рублей заплатить. Мы говорим, ну вот как-то так. То есть мы просто подходили, ну, мы с ребенком, у нас вроде в руках есть билеты, мы не знали о том, что надо отдельно платить. И мы подходим со своими билетами, с которыми мы входили на территорию. И нам охранник вот так показывает, машет, чтобы мы проходили и ничего не пикали, не перекладывали. Вот мы так и прошли. А потом оказалось, что надо было заплатить еще. Ну, в принципе, это не так уж и много, опять-таки, для исторического места, для такой достопримечательности. В сумме заплатить сколько? 700 рублей или 800? 800 рублей за всю эту красоту, но это абсолютно, абсолютно немного по рамкам того, что мы платим в России, уж точно. Последний день, кстати, когда мы в Ханчжоу жили, мы отель сняли прям в центре у этого озера Сиху, очень известное. Безумно красиво, я очень хочу его днем увидеть, потому что я, к сожалению, его застала прям вот когда солнце садилось и моментально потемнело. Почти ничего я в Ханчжоу не увидела, но все равно это был классный день, и отель у нас был прям
ну вот в 10 минутах от этого озера, и стоил он 200, до 200 юаней ночь, до 2000. Короче, отелей можно и за 800 рублей нормальные посмотреть, 5-4-звездочные. Рынки красивейшие просто, деревни тоже. Все это очень-очень отзывается, откликается, поэтому я надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Надеюсь, я не очень сумбурно все это рассказывала и долго. Желаю вам хорошего времени суток, когда бы вы это ни смотрели. Пишите мне свои вопросы, комментарии, все что угодно. Можете написать, что я молодец, можете написать, что я молодец, можете написать, что я дура, можете написать, что я молодец, можете написать, что я молодец. Все приемлемо. Увидимся с вами на следующих роликах. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на другие соцсети, там я больше что-то веду, очень много активностей, всего такого. Конкурс тоже будет разыгрываться там. И ждите мои несколько частей влогов из Китая, потому что материала дофига. Все, целую, обнимаю. Можете написать, что я молодец.